Привет! Я рад тебя видеть на своем канале, и в этом видео я покажу, как сделать линию из точек. Возможно, ты уже знаешь, как это делается, а может быть и нет. Все равно посмотри видео до конца, подпишись и прожми лайкос. Поехали! Буду показывать на 3 примерах. Это обычная линия, квадрат и спираль. Кстати, ты не знаешь, где она находится? А, вот она. Для начала сделаем из обычных линий пунктирные. Для этого открываем меню обводка и смотрим, что у нас здесь есть. Первое — это толщина. Меняя толщину, мы видим, как меняется наша линия. Второе — это концы. Что здесь? Видишь, у тебя здесь стоит опорная точка, и у тебя стоит срезанные концы, то есть он у тебя срезан ровненько по опорной точке. Скругленные концы, то есть вокруг опорной точки у тебя идет скругление. И третье, выступающие концы, то есть также вокруг опорной точки они у тебя выступают. Следующее — углы. Углы — это больше относится к квадрату. Или если же на какой-то линии у тебя есть угол. Нажимаем, выделяем квадрат. Первое, углы, они у тебя, видишь, сейчас ровненький стоит. Дальше скругленные. И дальше скошенный. Вот он у тебя срезанный такой. Дальше выравниваем. У нас есть линия. И вокруг в одну и в другую сторону ровненько у нас распределяется наша обводка. Если мы ее делаем толще, она ровно и вправо, и влево расходится в разные стороны. Также можно поставить обводку внутри линии, то есть наша линия снаружи, обводка внутри. И при увеличении толщины мы видим то, что увеличение идет внутрь. Если мы поставим обводку снаружи линии, то увеличение будет идти снаружи. Выставляем посередине. И следующее. Что у тебя здесь есть? Пунктирная линия. Нажимаем. Видишь то, что у нас появилось вместо обычной линии пунктирная. Следующее, у тебя здесь есть два таких окошка. Первое — это сохранить точные значения длины штрихов и пробелов. И следующее — совместить пунктиры с углами и концами контуров путем изменения длины пунктиров. Что это значит? Если мы посмотрим на вот первую кнопочку и нажмем на нее, ты видишь то, что у нас... Сейчас мы забьем сюда, давай, по 15 и штрих и пробел. И видно, да, то, что у нас линия начинается с угла, пошла вниз, 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 вниз. И здесь она у нас вот почти ровненько на углу стоит. Дальше здесь у нас с этой стороны больше, чем здесь. А здесь она вообще на угол не попала. Но зато соблюдены параметры штрихов и пробелов. Но по углам она у нас не попадает. Мне кажется, что это не совсем красиво, и хотелось бы, чтобы линия была ровненько по углам. Тогда мы переходим вот на эту кнопочку «Совместить пунктиры с углами и концами контуров путем изменения длины пунктиров». Нажимаем и видим то, что у нас на углах теперь наши штрихи ровненько стоят. Но почему так получилось? Потому что у нас где-то изменились параметры пробелов и штрихов. Если здесь у нас стоит по 15, то для того, чтобы на углах у нас ровненько вот эти штрихи были, иллюстратор немножко изменил, где-то их вытянул, где-то сделал поменьше, но этого незаметно. Следующее. У нас есть 6 ячеек с параметрами. Для чего это нужно? Сейчас покажу. И почему вообще их 6? Наша же линия, она намного длиннее. Опять выбираем простую линию, делаем пунктирную, вот уже стоит все по 15. А почему так происходит? Потому что вот смотри, мы сейчас штрих один сделаем 5. И что получается? У нас стоит вот 5 штрих, пробел 15, как по нашим вот ячейкам. Дальше штрих 15, пробел 15, штрих 15 и пробел 15. Все, закончилось. То есть вот это вот наши вот параметры, они вот здесь вот находятся, начинается вот с маленького штриха и заканчивается вот доходя до маленького. И потом эти кусочки, они вот так вот просто повторяются. Давай сейчас вот эту вот часть поменяем.
у нас он находится вот здесь вот, и поставим, допустим, 25. Чик, все, он поменялся. Ты видишь, да, что штрих у тебя 5, пробел 15, штрих 15, пробел 15, штрих 25 и пробел 15. И пошло все заново. Возвращаемся, ставим все по 15. И теперь попробуем сделать из этого точки. Как же делаются точки? Элементарно. В штрихах выставляем 0. Здесь тоже 0. И здесь 0. Готово. Да, я согласен, это не похоже на точки, но это только начало. Увеличиваем. Почему у нас такие полосочки получились? 0 штрих, полосочка, пробел 15, 0, 15, 0, 15 и так далее. Но нам нужны круги. Все дело в концах. Стоит у нас срезанные концы, поэтому они срезаны по нашей опорной точке. Если мы поставим, например, выступающие концы, то видишь, они теперь выступают вокруг опорной точки и получаются вот такие квадраты. Но нам нужны круги, и поэтому ставим скругленные концы. Готово. А дальше ты уже можешь путем изменения толщины делать их больше, меньше. И также путем изменения пробела делать линию, ну как-то ее изменять. Допустим, здесь поставим 20, здесь 40 и здесь 15. И вот такая штучка у нас получилась. Возвращаем все назад, поставим по 20 и теперь следующее. Теперь делаем из квадрата линию с точками. Выделяем квадрат, сделаем потолще его и ставим в штрихах 0, 0, 0. Опять у нас появились вот такие вот полосочки. Это потому что концы у тебя стоят срезанные. Ставим скругление. Готово. Видишь, у тебя по углам квадрата точки ровненько стоят. За счет чего, опять же повторюсь, это сделано за счет того, что у нас здесь стоит совместить пунктиры с углами и концами контуров путем изменения длины пунктиров. Они где-то у нас изменены, где-то что-то, вот либо пробел, либо сам штрих, он стал больше, чуть меньше за счет вот этого вытягивания, и происходит установка на углах кружков. Если мы хотим, чтобы у нас все-таки все было четко и ровно, как мы и поставили штрих 0, а пробел 15, 0, 15, 0, 15, тогда мы нажимаем на кнопочку «Сохранить точные значения длины штрихов и пробелов». Упс, сейчас выделю. Вот на эту кнопочку нажимаем, и что ты видишь? Наши параметры точно отображены, но у нас теперь кружки не встают ровно по углам. Вот один здесь встал, а на остальных трех углах не попало. Зато у нас 0,15, 0,15, как мы и хотели. Но мы пожертвуем вот этим вот каким-то расстоянием, хотя на данной ситуации не видно то, что где-то оно меняется, но зато очень хорошо видно то, что кружки встают по углам. И следующее, почему я взял спираль. В принципе, уже все понятно, как это делается. Когда мы нарисовали линию из точек, мы вбивали параметры вручную. В одно окошко, второе, третье и так далее. Когда мы сделали квадрат, мы также вручную вбивали параметры, но есть еще один способ. Выделяем спираль, берем инструмент пипетка и нажимаем пипеткой на тот образец, с которого мы хотим взять данные. То есть это будет линия. Ну, у нас они в принципе все одинаковые, что параметры на линии или параметры на квадрате, они одинаковые. Поэтому нажимаем на линию, и все перенеслось, все параметры и значения перенеслись на спираль. Вот так вот. Два способа. Вручную или же способ, который экономит время. Ну и в принципе с параметрами все. Можешь поковыряться сам, посмотреть. Может быть еще что-то для себя найдешь. Надеюсь, информация тебе была полезна. Обязательно поставь лайкосик, если понравилось видео. Если нет, ставь дизлайк все равно. И подпишись. Это самое главное. И до скорых встреч. Пока.